не об этом не сегодня. Сегодня мы поговорим про подготовку к дачному сезону. Многие из вас знают, что это достаточно муторная процедура. Загрузить багажник до отвала, усесться туда всей семьей и достаточно скучно, медленно и без эмоций двигаться на дачу. Но сегодня мы вам расскажем про автомобиль, который добавит огонька и эмоций к этой процедуре. Это М3 в кузове Е46 Touring. Этот автомобиль самый настоящий эксклюзив, потому что таких автомобилей по миру существует единицы. И один такой среди стран СНГ находится здесь, в Казахстане. С его владельцем мы сегодня обязательно побеседуем. Ну а я вкратце расскажу вам про непосредственно сам концепт М3. Компания BMW его продемонстрировала миру, и энтузиасты по всему миру сразу собрались строить подобную машину, потому что они уже знали заведомо, что такой машины не будет существовать. И один из таких владельцев был именно здесь, в Казахстане. Он построил эту машину, и через несколько хозяев эта машина уже попала к тому, с кем мы сегодня будем с вами разговаривать. Интересный момент, что текущая линейка автомобилей M-Performance, она уже на порядок мощнее тех машин M, которые были десятки лет назад. Так, например, третья серия M340i X-Drive уже имеет мощность 374 лошадиных силы против 343 лошадиных сил в M3 купе и разгоняется до 100 км в час практически на секунду быстрее. Компания BMW уже объявила всем, что она готовится к серийному производству М3 в кузове Touring. Эту машину уже все видели, правда в камуфляже, но именно эти кадры дают нам понять, как будет выглядеть М3. Разумеется, он будет иметь красивую покатую крышу, широкие бампера, как и положено автомобилям М, широкие крылья, так же как и здесь, и двойную выпускную систему по краям, что и свойственно автомобилям М. Всего в истории подразделения М существовало 3 модели в кузове Touring. О них мы расскажем дальше. Основателем М в кузове Touring считается М5 Е34 Touring. В 1992 году компания представила, по их собственным словам, спорткар в непримечательном облике. Автомобиль представлял собой уникальную комбинацию элегантности седана, функциональности кроссовера в плане отдыха и спортивности М-автомобилей. Гоночные технологии автомобиля М5 в кузове седан с минимальными доработками перенесли в кузов Touring. Что сегодня звучит как простой процесс, в 90-е годы был вызовом, так как кузов Touring не имел собственной производственной линии, поэтому машина собиралась вручную на мощностях завода BMW M в Гархинге. Всего было выпущено 891 автомобиль, поэтому BMW M5 E34 можно по праву считать раритетной машиной. М3 – это икона, появившаяся в 1986 году. Е46 стала третьим поколением М3 в 2000 году. Это была самая успешная М-модель в плане продаж, продаваясь в кузовах купе и кабрио. Когда эти варианты кузовов были на рынке, у инженеров в голове уже была идея добавить к ним третий вариант – кузов Touring. Для кого-то это звучало как шутка, а для кого-то необходимость. Был создан рабочий прототип с чертежной доски на дороге общего пользования. Для этой машины компания ставила следующие цели: идеальная настройка шасси и состыковка задних дверей с расширенными арками. Сложности в постройке вызывала конструкция задней оси, которую необходимо было подружить с багажным отделением, без ущерба пространству. Более того, вся машина должна быть достаточно жесткой, чтобы соответствовать стандартам автомобиля М. BMW M3 E46 считалась самым устойчивым на дороге автомобилем со спортивным характером. Неудивительно, что инженеры хотели перенести все это в кузов Touring. Как и полагается автомобилю М, Touring должен был выглядеть соответствующе, поэтому он получил широкие колесные арки, капот с отверстием для отвода воздуха, более крупные воздухозаборники в бампере, двойные выхлопные патрубки на каждой стороне, а также, разумеется, жабры за передними крыльями. Самым ярким элементом экстерьера была краска Chrome Shadow, которая подчеркивала каждый изгиб кузова. Машина красилась в 2 слоя. Сначала наносился черный глянец, а затем серебро. Интерьер был исключительным в плане отделки и материалов. В центральной части кресел использовался специальный материал F1, который имел металлический оттенок и не был похож ни на ткань, ни на кожу. Долгие годы концепт М3 E46 Touring хранился в секрете, и только в 2016 году машину показали публике. На тот момент автомобилю уже было 16 лет. Машина так и не пошла в производство, но наглядно демонстрировала, как ДНК автомобиля М может выглядеть в облике Touring.
Ни одна машина не перемещала в пространстве так быстро и комфортно с 2007 по 2010 годы, как это делала М5 Touring в кузове Е61. Машина имела высокооборотистый двигатель V10, типичную для М спортивную подвеску и просторный багажник. Отдельного внимания заслуживает мотор. Атмосферный V10 мощностью 507 лошадиных сил объемом 5 литров имел просто феноменальный звук. Этот мотор агрегатировался 7-ступенчатой роботизированной секвитальной трансмиссией, которая работала как в ручном, так и в автоматическом режимах. Вкупе агрегаты разгоняли автомобиль до 100 км в час за 4,8 секунды, а 200-ку разменивала за 14 секунд. Максимальная скорость составляла 305 км в час. В стандартное оснащение входила система Launch Control, которая позволяла эффективно и быстро сорваться с места. В то время подобная система была известна только по машинам Формулы-1. Среди других особенностей машины – алюминиевое шасси, амортизаторы с электронным управлением, почти идеальная развесовка и тормозная система М. В дизайне экстерьера и интерьера использовались типичные для автомобилей М элементы. М5 в кузове Е61 также считался раритетным автомобилем, так как всего было выпущено 1009 машин. Теперь, зная краткую историю автомобиля М в кузове Touring, мы поговорим с владельцем текущего автомобиля и узнаем все детали о ней. Вообще история у этой машины такая тяжелая была, то что Вадим ее собрал. А Вадим — это кто придумал вообще и создал эту машину, кто привез купе и кто привез Туринга. То есть Вадим изначально пересадил все внутренности от оригинальной М3 купе Е46 в универсал. Да, абсолютно верно. Привозилась, то есть полноценная настоящая BMW купе М3 и был Туринг. Он был обычный 320 на М54, B22. Купил я ее уже в таком виде, но с взорванным мотором. То есть прогорел поршень и его сдуло в маслонасос. По итогу мы собрали его на кованой поршневой группе, добавили наддува и все, вот она, едет. Ну, на самом деле я эту машину увидел еще в 2019 году. Я на тот момент ездил на корвете C5, Chevrolet Corvette. Тоже красный? Тоже красный, примерно такого же оттенка. И я увидел эту машину в продаже. Я предложил человеку обмен, я поехал ее, посмотрел, но что-то мы не сошлись, и он продал ее за наличку, там, обмен, то есть, не свершился. И тот, кто ее купил, ее убил. То есть я отчасти ему тоже благодарен, то, что за эти деньги мне досталась эта машина. Понятно. Да. Предыдущий владелец, наверное, тебе рассказывал, с чем он столкнулся, показывал какие-то фотографии. Какую-то информацию ты же все равно знаешь об истории постройки этой машины. Ну, по технической части, скорее всего, таких прям основных проблем не было. Все равно снять с другой машины, поставить другую, это уже больше вопрос к механикам, как они решат этот вопрос. А больше проблем были по кузову, так как кузов купе и Туринга, соответственно, отличается. То есть у купе они длиннее, у Туринга короче. И пришлось сваривать крылья вот в таком формате, чтобы поставить на Туринг. С капотом ситуация такая же. По задним крыльям она тоже гораздо шире, чем Туринг. И вот эта часть вырезалась и варивалась. Я всматривался в отдельные детали. Они сделаны очень качественно и профессионально. По сути, не докопаешься. Скажем так, незнакомый с М3, с ее историей человек, подумать, что это реально настоящий заводской автомобиль. Значит, из той оригинальной купе пересадили все внутренности. Были ли сделаны какие-то доработки? По поводу доработок, да, был поставлен компрессор от ESS, Vortex V3. И, как я сказал, после смерти мотора недобросовестных хозяинов я поставил кованую поршневую группу. Что это дало? Это дало степень сжатия, так как на компрессоре до этого ездила в корректировках, и мотор не понимал, что с ним происходит. Сейчас степень сжатия уронили, то есть и по смеси образования, и по наддуву все хорошо. После этого ты делал ли какие-то замеры на динамометрическом стенде, чтобы понять, сколько мощности теперь у твоей машины? К сожалению, пока что нет, так как я закончила сборку в декабре. Сейчас зима, и смысла от этого нету. Но по предварительным замерам она 100-200 едет около 7-8 секунд. Вот. Это на зимней резине, и при учете того, что я не профессиональный водитель. Думаю, если посадить человека, который прям пилот, то он поедет еще быстрее. Еще поставить резину, липучку. Да. М3 в кузове Е46 выпускалась с двумя типами трансмиссии, механика и робот. Какой тип трансмиссии стоит здесь? У нас стоит механика. Но так как родной маховик механически его не держит, поставили маховик от СМГ. А что с задним дифференциалом?
Полностью вся балка была перекинута от М3, то есть с редуктором, с приводами, совсем, с рычагами, и была усилена балка, так как у 46 эта проблема вырывает балку. Пришлось усиливать. Что по выхлопу, скажи, оригинальный либо тюнинговый? По выхлопу вся трасса родная, там 3, кроме конечной банки. Конечная банка у нас стоит Хаман. Вот. Она дает больше мощности, звука, Она Чем? больше как звук, и все, только как звук, и все. ласкает, да? Да. Потому что у 46 М3 такой звук, у нее кличка «Поросенок» не зря. Почему? Но все-таки она подхрюкивает, когда едет, и не всем нравится этот звук, а Хаман решает этот вопрос. Подвеска тоже полностью от М3 вся, то есть включая стойки, пружины, рычаги, все от М3. Это все встает полностью, как в оригинале. Тормозная система. Тоже от М3. То есть это прям полный свап, который можно придумать от М3. То есть сейчас в СНГ это единственная машина, собранная так. В Америке ездит очень много таких машин, но у них свап ограничивается только мотором, и все. А это прям полный свап М3. То есть, по сути, готовый конструктор взял, с одной машины переставил на другую. Ну, не без проблем, конечно, но все решаем. Насколько тебе известно, а сколько было денег вложено в этот автомобиль? Я думаю, что там Вадим уже устал считать, но я думаю, то, что выгнать X5-7 и 85 возможно было за эти деньги. Но это, разная идеология машин, то есть если человек прям возбужден идеей, то ему без разницы, там X5M, не X5M, Rolls-Royce, не Rolls-Royce. Я хочу бы именно 46-ю туринг, у меня будет 46-я туринг. И без разницы, сколько это денег. Переместились в интерьер, со стороны кажется, что в принципе ничего особенного, но я понимаю, что с донора здесь перенесли тоже какие-то детали. Какие именно? Панель приборов и борода полностью от М3. Рулевое колесо. Руль тоже от М3, рычаг КПП, Простите. зеркало. Кстати, да, зеркало. Вот такие зеркала, насколько я знаю, ставились только на М-ке. Только на М-ке, да. Овальные. Да. И здесь еще могла быть красная Она лампочка, у меня есть, она сломалась. сигнализация. Ясно. Ну то есть есть что еще доработать в этой машине, да? Вот она здесь есть, она полноценно рабочая. Блядь. Короче, вот она. Хорошо, ладно. Я заметил, что у тебя на дверных картах есть отсеки под аэрбэги. Угу. Они там есть? Да, конечно. Безопасность полностью вся в машине присутствует. Ты сохранил это? Подушки безопасности, даже в стойках все есть. Кстати, есть 3 категории гонщиков. Одни это стритрейсеры, одни это кольцевики и одни это дрифтеры. К каким ты относишься? Я мамкин гонщик. Прикольно. Сцепление прям такое не жесткое, а как будто вкл-выкл, но мягкое очень. Класс, я на механике уже так давно не ездил. Вспоминается молодость. Она настолько приспособленная к городу реально, что никакого дискомфорта не вызывает. Кстати, тут очень легко превысить скорость, потому что, во-первых, спидометр размечен до 300 км в час. Хотелось бы, конечно, это проверить, но это нереально. И 80 находится в том месте, где у гражданских BMW 60, по сути. Вот не зря многие отмечают, кто ездит на классических М-ках, да даже не обязательно М-ках, а гражданских BMW классических, что в этих машинах есть какая-то особая душа. И я на самом деле понимаю, о чем они говорят. Эта машина, она как будто бы реально настоящая, потому что в современных автомобилях все как-то скрыто, что ли. Все нацелено на то, чтобы вы максимально комфортно себя ощущали. Но, тем не менее, эмоции-то остаются в современных машинах, но они какие-то, не хочу сказать искусственные, но они, правда, другие. Нет, серьезно, эта машина спортивная, она в меру жесткая, но эта жесткость не доставляет дискомфортно. Мне очень приятно на ней ехать. Мы тестировали М8. Да, это машина, которая разгоняется до сотни за 3-2 секунды. При ускорении с места у вас просто весь адреналин в голову вам ударяет. Вы это прям ощущаете.
Это своего рода одни эмоции. Эта М-ка совсем другая М-ка. В отличие от современных, которые имеют полный привод. Да, этот привод с ориентацией на заднюю ось. Он имеет режим, когда вы можете двигаться исключительно на заднем приводе. Да, он более безопасный и, скажем, более рассчитан на новичков. Что человек, который никогда не ездил на столь мощной машине, мог бы просто сесть за руль и поехать. Неважно куда, на гоночный трек, попытаться боком проехать, эта машина простит вам все. Но вот эти классические М-ки, они вам ничего не простят. Стоит только выключить систему DSC, все, у вас в руках настоящий спортивный снаряд. Этот мотор один из самых высокооборотистых моторов в линейке. Он крутится до 8000 оборотов в минуту. Очень многие владельцы М-ок в кузове Е46 отзывались именно в лучшую сторону о том, что это настоящий гоночный двигатель, который просто во всем диапазоне оборотов имеет отличную тягу. Оригинальная М-ка М3 купе в кузове Е46 имела мотор 3,2 литра, атмосферный, напомню еще раз, мощностью 343 лошадиных силы. Была и более спортивная версия, она называлась CSL, что в расшифровке означало купе спорт lightweight, значит купе спорт и легкий вес. Она имела карбоновые элементы кузова, карбоновую крышу, облегченное заднее стекло, карбоновые части в интерьере, которые снижали массу автомобиля, и более мощный двигатель в 360 лошадиных сил. Автомобили BMW M в кузове Touring стали своего рода прародителем современных кроссоверов от подразделения BMW M. Они объединили в себе универсальность, а также удовольствие за рулем. Владелец данного автомобиля воплотил все эти качества в этой машине. Вы можете спокойно погрузить сюда холодильник и умчаться в закат боком. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, потому что у нас впереди очень много интересного про автомобили BMW M. Ну и напишите в комментариях, как вам такая переделка.